Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сплести вот такую сумку-мешочек. Эта сумочка у меня сплетена из шнура 3 миллиметра. Вы видите, у нее на одной стороне только ромбики, но мы с вами сплетем на обоих сторонах. Сейчас я еще вам выверну ее и покажу, как она выглядит внутри. Размеры сумочки из шнура 3 миллиметра таковы, что высота 20 сантиметров, а ширина 16 сантиметров. У нас же с вами получится немного другие размеры, потому что я рекомендую взять шнур 4 миллиметра, и у меня получились размеры 23 сантиметра высота и 23 сантиметра ширина. Эта сумочка выглядит очень интересно и прикольно, вот так вот она завязывается, и я сделала обычную косичку в качестве ручки для сумки. Вы же сможете придумать все, что угодно, так как для сумочки вот этой зеленой я взяла просто крученую веревку 5 миллиметров, и у меня получились отличные ручки. Ну что, приступим. Нам понадобится такая подушка, булавочки, чтобы прикалывать наши отрезки для начала. 48 отрезков по 220 сантиметров мы должны нарезать с вами. Можете для начала нарезать половину. Первый отрезок берем, складываем напополам и прикалываем. Берем второй отрезок, делаем с ним то же самое. Сейчас нам нужно будет из этих двух отрезков сплести квадратный узелок. И обязательно посмотрите, мы его подтянем, и у нас это будет как бы верх сумки, как мы будем начинать плетение. И последующие отрезки все нам нужно будет сложить таким же образом. Каждые два проделать квадратные узелки, ну и потом нужно будет совместить между собой, чтобы наше плетение замыкалось в круг. Я думаю, смотря на видео, вы все это поймете. Квадратный узел у нас плетется таким образом, что сначала мы складываем нить слева, справа кладем поверх и через заднюю стенку мы как бы проводим в петлю. Но я тут не заостряю внимание на этом объяснении, потому что я считаю, что для плетения такой сумочки вам нужно иметь знание этого узла, самого базового в макраме. Вот, и эта сумка относится, наверное, к среднему уровню как бы владение макраме, если не к профи, даже я бы так сказала. Но нам потребуется знание всего двух узлов, квадратного и репсового. Но также еще вот наши ромбики будут состоять, внутри у них узор Diamond называется, бриллиант. Если видели мои прошлые видео, я прям там подробно расписывала узор, я оставлю здесь подсказку. Ну вот вы видите, я просто все отрезки надеваю по 2, прикалываю. И сейчас я вот сделала такое с 24 отрезками, то есть ровно с половиной. И смотрите, как я соединяю. Беру 2 нити от первого нашего узелка, от второго, и буду опять проделывать квадратный узелок. То есть у нас будет прям такое соединение. Я вот соединю сначала 24 первый отрезка, который я так сделала, а потом я сделала просто еще одну такую полоску, соединила, и как бы останется всего лишь проделать 2 узелка во втором уже ряду, чтобы соединение в круг у нас произошло. Проделали с одной половиной, и оставшиеся наши отрезки, что проделываем то же самое, набираемся терпения, отдыхаем, делаем перерывы, не утруждаемся. Когда проделали и вторую такую полосочку, и все нити использовали, то, как я уже и говорила, нам нужно соединить как бы в круг, да, наше плетение. Мы берем с одной нашей половинки 2 нити со второго ряда, ну да, ко второму ряду, точнее, сейчас у нас будет узелок.
и соединяем квадратным узлом с одной и со второй стороны. Далее нам потребуется с вами организовать как-то рабочее пространство. У меня это рейл и крючки я подвешиваю. Ну, то есть, что у нас такая как бы юбочка якобы получается. Нам нужно будет плести по кругу. Ну и лучше, чтобы, наверное, наше изделие висело как-то. Хотя, возможно, вам будет удобно и чтобы оно лежало на столе или как у вас рабочее пространство вы организовали у себя. Ну, в общем, нужно будет найти какой-то компромисс, как вы будете продолжать плетение, так как нужно будет по кругу продолжать делать квадратные узелки и далее все делать по кругу. Главное не ошибаться с круговыми рядами и делать все как бы четко. Прошли один круг, потом прошли второй круг, не переходить на другой круг, пока вы не завершили предыдущий. Это очень важно. Ну вот, таким образом у меня организовано мое плетение. И мы видим с вами, что у нас уже как бы проделано 2 ряда круговых. Сейчас мы приступим к 3-му ряду, да, он будет повторять как бы узелки, как и в первом ряду, ну то есть в шахматном таком порядочке. Вот, и так мы будем продолжать делать 6 рядов. То есть у нас, вот мы по узлам должны идти по диагонали, как бы такой 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть не просто, ну или по линиям, либо по диагонали считать. Но в общем у нас должно получиться с вами 6 круговых рядов, сделанные квадратными узлами. Еще важное замечание. Будьте осторожны, не захватите случайно нити, которые у вас как бы к другой стороне относятся. Потому что такое тоже бывало у меня. Вот, и не потеряйте ни одну нить. Четко должно хватить на все узлы квадратные, а так как они у нас кратны 4, то не должно остаться никаких лишних нитей. И как я говорила, не переходите, то есть замыкайте круг, потом переходите к другому кругу, круговому ряду. А то можно вообще тут такого наплести. Ну что, вот мои 6 рядов. Видите, посчитайте, если у вас так же, то все здорово. Сейчас нужно будет проделать вот эти вот линии, чтобы проходил наш шнурок. Проделывать мы их будем цепочкой из квадратных узлов. То есть берем 2 нити от одного и 2 нити от другого узла и проделываем 6 квадратных узелков вниз. Вот таким вот образом, как я показываю на видео. И также идем по кругу. Ну вот, у меня проделаны эти линии из квадратных узлов. Сейчас я соединяю. Опять, видите, беру 2 нити с одной линии, 2 нити с другой и проделываю квадратный соединительный узелок. Соединяю. И опять у нас начинается плетение по кругу, да, создание этих круговых рядов из квадратных узлов. И я буду проделывать 5 таких
круговых кругов вниз, круговых рядов. Простите, забыла слово. Ну и вам рекомендую то же самое. Вообще, знаете, получается, что далее мы приступим к вот этим нашим ромбикам, узорам. Но можно вообще-то создать эту сумочку и просто из квадратных узелков, потому что она выглядит прекрасно. Я думаю, вы уже убедились, как круто хлопковый шнур держит форму, какой он такой жесткий, особенно если у вас шнур 4 миллиметра. Так, ну вот, 5 моих рядов готово после этих линий, да? И сейчас вот обязательно посмотрите, что у нас напополам положена наша сумочка, ну как бы сложена. И я начинаю делать репсовые диагональные узлы вниз, четко вот под как бы где у нас между этими полосочками, которые вверху, и вот там будет начинаться верх диагонального плетения вниз. Посмотрите, я сейчас доделываю где-то квадратный узел. Ну, это не где-то, конечно, вы поймете. То есть, чтобы создать этот треугольник, я не делала их до этого, потому что могла вас запутать. А сейчас вот лучше посмотрите на видео и осознайте четко, потому что мои слова тут могут быть лишними и только запутать. Диагонали вниз по кругу у нас должно получиться как бы 8 начал таких вот ромбиков. Далее мы будем приступать к узору бриллиант. Это просто у нас квадратный узелок, только он делается из 2 нитей. И вот в центре, которые нити у нас остаются, мы все их оплетаем.
Вот таким вот образом, думаю, тоже он вам знаком. Мы проделываем. Я рекомендую проделать у каждого вот этого ромбика их, то есть 8 таких узлов у нас будет в центре ромбиков, а далее будем приступать к закрытию этих ромбов. Тоже посмотрите внимательно. Но я думаю, что на видео будет все ясно. Как бы следя за руками, мне кажется, сложно что-то не понять. Тем более у меня тут максимально все сначала медленно, потом где-то идет ускорение. Но если какие-то вопросы остаются, задавайте их в Telegram. Там у нас есть чат, под видео ссылка. Какие-то вопросы я там в видеоформе могу вам ответить, чтобы и вам было полезно, и всем остальным, кто там находится и выполняет мастер-классы мои по моим видео. Ну вот мы переходим к закрытию. Видите, я тут, получается, нити меняю. Одну нить направляю к другому закрытию как бы этого ромба, а от другого ромба, вот этого диагонального, веду вниз. Но это чтобы у нас переплетение случилось, чтобы не было дырочек как бы между двумя нашими ромбиками. И здесь нужно захватить нити от этого узора, как бы половины нити. По-моему, их там 5. Точно не могу утверждать, но вот смотрите, раз нить, 2 нить, да, и там еще 3 нити. Нужно будет проделать репсовыми узлами, чтобы точно была у нас как бы серединка. Не убегал в одну или в другую сторону вот эта вот репсовая диагональ. Мы закрыли все наши ромбы, их должно у нас 8 получиться. Сейчас мы с вами квадратными узлами вот эти вот треугольники, да, которые остались. Вот сейчас я думаю, что вы поняли, какие треугольники, но вот по 3 узла нужно доделать и еще потом проделать 5 квадратных узлов как бы вниз, 5 кругов плетения, чтобы как бы у нас уже завершающий такой был конец. Вот, если у вас нити вдруг не хватает, это может быть меньше кругов. Если наоборот у вас много нитей, это может быть больше кругов. Но вот у меня 5 вниз я еще проплела, и потом уже буду приступать к закрытию. У нас тут финишная прямая, так что набираемся терпения. Скоро уже закончим.
Будем соединять дальше узлы как бы друг с другом, и у нас 24 с одной, 24 с другой стороны, то я сделала вот такие пометки, связания взяла, и чтобы ровно у нас шло. Проделав 5 узелков вниз, вот я сейчас буду выворачивать свою сумочку. Да, кстати, 5 узлов вниз, но я там по бокам не доделывала, чтобы у меня получился как бы такое овальное, да, овальный низ соединение. Ну, в общем, я думаю, что вы поняли. И сейчас я просто беру и соединяю узлы с одной и с другой стороны просто квадратным узлом. И у меня должно тут четко с одной стороны и с другой стороны, так как их одинаковое количество, то они, как бы не останутся тут ничего лишнего. Возможно, где-то, если короткие нитки, то можно как-то там взять из другой. Ну, в общем, соединение будет проходить таким образом. Не бойтесь, оно достаточно крепкое, потому что потом еще можно доделать узелков, соединить еще. И как бы все нормально держится, ничего ниоткуда не выпадает. Затягиваем. Остается сделать ручку и шнурок, который будет затягиваться. Вот у меня как пример тоже для вас ручка из 3 нитей. Около там метра, да, ручка должна быть у нас. Возьмите лучше сколько-то 3 метра, отрежьте каждый отрезок, и можно сплести вот такую обычную косичку, и это будет ручкой. Такой же косичкой можно сделать шнурок. Но вот, как я уже говорила, я взяла крученую веревку, даже она, возможно, не 5, а больше, она прям такая толстая, внушительная, просто сделала узелки по бокам, и знаете, мне такое прям очень нравится. И такой же веревкой просто продену, и у меня это будет как шнурок. Он прям такой толстенький, что смотрится интересно. Возможно, я бы как-то бы ручку заменила на самом деле, добавить чего-то как будто бы другого хочется. Может быть, на карабин, да, что-то можно сплести. Ну, в общем, тут надо подумать, конечно. Ну, а так наша сумочка готова. Поздравляю. Подписывайтесь на канал. Боже, пишите комментарии. Я очень рада. Надеюсь, что у вас все получилось и вам понравилось.